друзья! Здравствуйте! И вот мы снова с вами вместе. Выбрались вечерком пройтись, прогуляться. Скажем так, вечерний эмоцион. Мы обычно с Таней проходим километров 8, наверное, да? В общей сложности или 10. приезжаем на велосипеде. Или 10. Благо там. есть хорошие дорожки, где ходить. Да. В воскресенье, точнее 1 апреля, в субботу, умер мой компьютер. Там сгорела материнская плата, теперь это уже выяснилось. Поэтому у меня возникают некоторые сложности с видео, которые я для вас делаю. Но, тем не менее, как-то я отнял у детей компьютер. И кое-каким образом дети страдают, бедные, из-за этого. Но я кое-как сверстал вам позавчера видео, одно выложил. Надеюсь, и это сделаю. Ну, а в остальном все нормально. Вы знаете, сегодня хотел с вами поговорить вот о чем. Буквально там день назад один из зрителей написал мне вопрос. Ну, связанный с тем, что он устраивается на работу в Чехии, и что у него есть страхи о том, что когда он приедет, у него будет проблема с жильем, потому что женщина, которая его помогает ему там с трудоустройством и представляет какое-то агентство, в общем-то, она не дает ему никакой конкретной информации. Более того, он обижается на нее, пишет ей гневные письма. Она достаточно некрасиво, правда, отвечает ему. И, в общем-то, я понимаю, что нашла, как говорится, нашла коса на камень. То есть ситуация, она практически может встать в тупик, потому что мой вот зритель, он обижен как бы очень сильно, потому что она непозволительно с ним разговаривает, а для нее, как бы, его слова, ну, это по большому счету полная ерунда, потому что она слышит это каждый день, потому что работать с людьми, она нервная, как бы ты ни работал, даже если ты делаешь свою работу очень хорошо, все равно негатива ты хватаешь по самую, как говорится, голову, и в результате, когда тебе начинают как-то на тебя кричать или еще что-то делать, то есть ну, просто включается какая-то, знаете, такая стена у этих людей. Я просто знаю. И вообще вопрос не решается. Никак. Ни с той, ни с другой стороны. И тут вот это все, мы с ним немножко там попереписывались, пообщались. И все это меня натолкнуло на одну очень такую вещь интересную из жизни. Дело в том, что, как вам сказать, за ту жизнь, которую я живу, она не такая большая, но тем не менее значительная, я понял, что ни один из споров, ни одну проблему нельзя решить руганью, нельзя решить гневом. Вообще. То есть, вот по моей жизни, честно говоря, я не знаю, как у вас, вы мне напишите об этом, безусловно, в комментариях, но ни один вопрос не решился никогда, когда я начинал на кого-то кричать, топать ногами, пытаться что-то решить, надавить на его совесть. Потому что понятие совести у всех людей разное, честно говоря. И понятие вообще, что правильно, что хорошо, а что нельзя, у всех разное. И каждый по-своему для себя внутри прав. Вот в чем беда-то. И получается, что когда люди запираются, когда начинают друг на друга кричать, они обижены, гнев, то вообще ничего не решить. Вот сегодня у меня тоже возникла похожая ситуация, когда близкий мой друг, как бы, с которым мы вместе работаем, позвонил мне, что-то ему там где-то какая-то ситуация, ему что-то, ну, какая-то сплетня, я не знаю, накричал на меня, ну, облил меня грязью с ног до головы. И самое главное, не дал мне вставить ни слова в свою защиту. Трубка была повешена, я потом перезвонил. Перезвонить было просто невозможно, потому что человек не брал трубку и не отвечал ни на какие сообщения. И вот зачем, спрашивается. Но если у тебя есть какая-то проблема, то можно совершенно спокойно ее попытаться решить. Совершенно спокойно поговорить и прийти к какому-то результату, нежели чем просто накричать. Или вот главная фаза накричать, нервно бросить трубку и просто забыть про все. Не знаю, как-то вот у меня какие-то сомнения на этот счет, что это правильно. Ведь большинство проблем наших рождаются абсолютно на пустом месте, из ничего.
Именно из-за того, что люди не умеют друг с другом разговаривать. Правильно, Танюш? Вот Да, ты как я думаешь? с тобой абсолютно согласна. Хотя в своей жизни я поступала ровно по-другому. Потому что я огненный знак, и мне нужны страсти, выяснение отношений. Ну, наверное, как большинство обычных людей. Да кто этим не занимался? Я полжизни своей бил об стену телефоны, кидал там еще чего-то делал, психовал, кричал, топал ногами. Это только я последние лет 10 какой-то такой стал спокойный, уравновешенный. Постарел, наверное. Может, постарел, может, поумнел, а может быть, просто познал какую-то определенную мудрость. Я при любой ситуации, вот Таня свидетель, какая бы у меня ни рождалась, я все-таки стараюсь как бы не доводить до критического уровня отношения и стараться понять оппонента, даже если мне это не нравится, даже если я, может быть, думаю о том, что он не прав, да, но я стараюсь все-таки его выслушать, потому что понимаю, что у каждого человека есть своя правда. Таня более категорична на этот счет всегда была тоже, еще чем я. И то есть я, в принципе, даже своих каких-то людей, которые мне сделали очень плохо, всегда оправдывал, да, потому что понимал, что они это сделали со своей точки зрения. Вот, Таня же как бы такие вещи простить не может. Да, Да, надо уметь прощать. Но я ее научу. Пока не научилась. Но я ее научу. Я всегда держу обиду внутри себя, и это Нет, очень я плохо, очень отпускаю эти обиды, не держу их, нет смысла. Но недолго, по крайней мере. Так, я быстрый и отходчивый человек, очень. Ну, в принципе, я все помню, враги. Да-да, враги. А вообще, дорогие мои друзья, вот прогулка по лесу так оттягивает вот в моменты негатива какого-то, который мы получаем. И так на душе становится хорошо всегда. Сейчас лес оживает, весна, чуть-чуть пахнет. Я не знаю, то ли это черемуха, то ли что. Запахи сумасшедшие просто. Пошли поганки. Да, уже даже поганки растут. Все нормально. Наступает грибное время. Скоро мы будем с вами собирать грибы. Птицы поют фантастически. Просто, я не знаю, слышно там, это не слышно, но здорово. Например, одну из историй я могу вам рассказать из нашей жизни. Когда мы жили еще в Москве, мы хотели купить участок, который находился в таком прекрасно красивом месте, он в Переделкино находился. И для того, чтобы его купить, мы продали квартиру. А квартиру мы продавали в самый такой неподходящий момент, когда цены очень стремительно шли вверх. И фактически мы уже, когда продали, на следующий день она стоила гораздо дороже. Мы дали женщине, хозяйке, задаток в размере, не помню, там, $5000 или еще сколько-то. Потому что у нее были еще не подправлены некоторые документы, и она фактически на наши деньги это подправляла, делала. А когда пришло время покупать этот участок, прошло полгода она нас мурыжила, туда завтраками кормила. Она села напротив нас, сказала: вы знаете, ну да, задаток вы оставили, конечно, но у меня есть покупатель, который купит в несколько раз дороже, чем вы, так что идите-ка вы лесом, условно говоря. И вот тут настал тот самый момент такой критический, когда нужно было бы как бы что-то решать, потому что мы, в принципе, потеряли деньги. Другое дело, что никого не волнует, каким образом мы эти деньги достали, что мы там продали. И, в общем-то, все было бы нормально, если психика наша не выдержала, и Таня в определенный момент не высказала этой женщине, ну, все, что я не думаю. Все, что о ней думает. Была продана моя квартира. Да. И в этот момент, как бы, действительно были высказаны очень грубые слова, и она эти слова заслуживает абсолютно, потому что поступила действительно не очень честно. Она мурыжила нас в течение полугода, оттягивала всякие вещи, говорила, и только вот в конце вот такую вещь сделала. Сделала все на наши деньги. И
В результате, как потом выяснилось, она была даже готова нам вдвойне покрыть этот задаток наш, да, хоть каким-то образом мы что-то бы получили. Но в результате получилось что? Что разругались мы, был дальше там через адвоката, через суд, и нам, в общем-то, вернули фактически просто наш вот этот залог, и все. А так бы мы могли получить, ну, хотя бы в 2 раза больше, условно говоря. И понятно, что мы потеряли, и понятно, но вот видите, вот такая спорная ситуация. То есть, если бы была выдержана пауза, понятно, что противник как бы не прав в этом отношении, абсолютно не прав. Но можно было хоть что-то еще выудить, а тут получается, что потеряли, расстались, время, квартира продана, осадок на душе. Вы знаете, я думаю, что даже когда дела, вы знаете, что они абсолютно нерешаемые, даже нет смысла ругаться. Есть смысл просто отпустить это, пропустить через себя, забыть, встряхнуться и идти дальше. Потому что если ты сам дурак, условно говоря, ну, что сделаешь? Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Так что рассказывайте, друзья мои, рассказывайте. Ну и на этой торжественной ноте, позвольте рассказать. Грустной. Опять встрепенулись мои какие-то чувства. Да, ладно. Вы знаете что, дорогие мои, вы, давайте-ка так, вы действительно сдерживайте свои эмоции и пытайтесь все проблемы решить. Не давайте волю гневу, каким-то чувствам таким нехорошим. И тогда, ну, по крайней мере, как-то что-то у вас будет складываться. Все помню. Она все помнит. Пока-пока.